Ледяные воды Антарктики населены огромным количеством обитателей. Некоторые из них довольно симпатичные и милые существа, но не герой этого выпуска. Морской леопард. Единственный вид тюленей, который пользуется репутацией безжалостного зверя. Они наряду с касатками наводят страх и ужас на всех тюленей и пингвинов. Стоит этому животному раскрыть свою огромную пасть, как миру предстают большие клыки. И тогда сразу понимаешь, что с этим зверем шутить не стоит. Всем привет, любители животных! Сегодня я вас отправлю к самому настоящему королю антарктических льдов, из-под оков которого не удается выбраться никому, если только не поставлен лайк. Покрытая темными пятнами шкура и свирепый нрав стали причиной того, что этот тюлень получил свое грозное имя. Морского леопарда вполне обоснованно считают единственным стопроцентным хищником в разнообразной семье настоящих тюленей. Все потому, что основой его питания служат теплокровные позвоночные, чаще всего пингвины и другие тюлени. Морские леопарды бороздят просторы практически всех антарктических морей. Мигрирующие или просто заплутавшие особи встречаются в районе Австралии, Новой Зеландии и рядом с огненной землей. Часто их можно встретить на льдинах, где они греются в теплых лучах солнца или тихо посопывают. На первый взгляд, морского леопарда можно принять за обычного тюленя, если бы не его более крупные размеры и пятнистая шкура. В отличие от других настоящих тюленей, самцы леопардов меньше самок. Длина их тела достигает 3 метров, у самок же она доходит до 4. Окраска, как и у многих крупных обитателей морей, защитная. Это темно-серая спинка и серебристое брюшко. Голова морского леопарда выглядит необычно для млекопитающего, лишь немного вытянутая и к тому же еще приплюснутая сверху. Она куда больше напоминает по своей форме голову змеи или черепахи. Да и довольно длинное и гибкое тело также делает это животное издали внешним похожим на какого-нибудь сказочного дракона или, возможно, древнего ящера, обитающего в морских глубинах. Морской леопард – настоящий псих-одиночка, возвышающийся на Олимпе пищевой цепи. Своих жертв, пингвинов, рыб и даже родственников тюленей этот хладнокровный душегуб поджидает, затаившись на глубине. Как только несчастная добыча попадает в поле зрения, морской леопард совершает смертоносный бросок. Если же жертве удается увернуться, то тюлень-убийца пустится в погоню, разгоняя себя до 40 км в час. Но это не самое страшное. Прежде чем съесть убитого, поехавший от одиночества тюлень долго играется с жертвой. Зачем? Вопрос до сих пор открытый. Ученые считают, что так тюлень-убийца отрабатывает свои охотничьи навыки. Но вполне возможно, что этот монстр просто упивается своей жестокостью. Но, увы, далеко не круглый год суровая Антарктика может радовать маньяка свежим мясцом. Однако пингвины и детеныши тюленей не единственная пища морских леопардов. В их рацион также входит криль, кальмары, другие птицы и детеныши котиков. Устройство зубов также учитывает несколько стратегий питания. У леопардов есть большие клыки-резцы для захвата добычи и щечные фистончато-бугорчатые зубы для фильтрования криля из воды. Очевидно, что диета животных зависит от места и времени. Так, например, охота на тюленя возможна только в районе лежбищ в сезон размножения тюленей, а криль можно добыть в местах с достаточным уровнем продуктивности моря. Но наблюдения свидетельствуют и о других значимых факторах. К примеру, известно, что доминантные территориальные самки вытесняют самцов и более мелких самок с охотничьих угодий, расположенных рядом с лежбищами киргиленских морских котиков. Вероятно, пол, статус и предпочитаемые стратегии охоты на фоне условий окружающей среды складываются в индивидуальную для каждого леопарда пищевую специализацию. Любая диета неизменно подразумевает наличие определенных преимуществ и сложностей. Так, теплокровная добыча для морского леопарда – ценный калорийный ресурс, но вот охота на нее – далеко не простая задача. Во-первых, чтобы получить новые калории, придется потратить немало имеющихся. Охота требует скоростных маневренных заплывов и стремительных бросков. Во-вторых, пингвинов и детенышей котиков нельзя проглотить целиком, приходится их разделывать, а это совсем не тривиальная задача. Ласты с редуцированными когтями не приспособлены для того, чтобы придерживать добычу при разделке, а хищнинских зубов, которые позволяют эффективно разрезать пищу на более мелкие кусочки, у морских леопардов и вовсе нет. Приходится как следует трясти и трепать жертву, чтобы урвать хоть небольшой кусочек мяса. На эти действия уходит очень много времени и жестокости зверя.
Но не только рыбкой сыт и будешь, иногда морские леопарды нападают и на людей. 22 июля 2003 года жертвой подобного нападения во время погружения в воду стала британский ученый Керсти Браун. На протяжении 6 минут морской леопард удерживал ее зубами на глубине 70 метров, пока она не задохнулась. Это пока единственный смертельный случай нападения на человека, связанный с морскими леопардами, хотя известно о неоднократных нападениях в прошлом. Морские леопарды не боятся нападать на лодки и выпрыгивают из воды, чтобы схватить человека за ногу. Объектами подобных нападений обычно становятся сотрудники исследовательских станций. Причиной такого поведения леопардов является их склонность нападать из воды на животных, находящихся на краю льдин. При этом морскому леопарду из воды нелегко распознавать или различать, кто именно является его добычей. Известный канадский фотограф и лауреат нескольких премий Пол Никлин, фотографировавший подводную охоту морских леопардов на пингвинов, утверждает, что с этими животными можно установить мирный контакт. По его рассказам, морской леопард повторно приносил ему свою добычу и проявлял скорее любопытство, чем агрессивность. С приходом весны, а в Антарктиде она начинается с ноября, у морских леопардов наступает сезон размножения. Для того, чтобы привлечь самочку, кавалеры готовы на некоторые изощренные хитрости. Например, чтобы поразить ее силой своего голоса, они заплывают в полости айсбергов, которые срабатывают как усилители звуков, и там поют свои брачные песни. Их громкое пение, которое сравнимо с шумом от реактивного самолета, раздается по несколько часов в день. Свои эмоции они дополнительно выражают гортанными звуками, напоминающими стоны и кряхтения. Вокал зависит от возраста. Молодые певцы распевают различные арии, а умудренные жизненным опытом старички больше доверяют одной проверенной временем мелодии. Самки же посвящают себя песенному творчеству главным образом лишь в начале брачного периода. Спарившись в воде с ноября по январь, самки ожидают появления потомства через 11 месяцев, то есть с приходом очередного теплого сезона. Детеныши появляются на свет на льду, сразу удивляя размерами, до 30 кг веса и около 1,5 метра в длину. Благодаря жирному и питательному материнскому молоку малыш быстро развивается. Через 2 недели он уже совершает свое первое погружение в море. Молочное кормление продолжается около месяца, после чего детеныш переходит на твердую пищу. Самец-тюлень же не участвует в уходе за малышами и возвращается к своему одиночному образу жизни кошмарить антарктические воды. За всю историю наблюдения за морскими леопардами были замечены только 3 чудолюбивых отца, охранявших своих отпрысков, и, возможно, это не худший выбор. Ведь в Антарктике нелегко вести длительный и здоровый образ жизни, а морским леопардам повезло иметь не только отличную диету, но и практически полное отсутствие хищников. Касатки – единственная установленная угроза для этих тюленей. Если морскому леопарду удастся избежать гнева касатки, они могут прожить до 26 лет. Хоть морские леопарды не самые крупные млекопитающие в мире, они могут жить впечатляюще долгое время, учитывая их напряженную и бурную среду обитания. Несмотря на то, что в настоящий момент их популяция составляет около 400 тысяч особей, жизнь этих больших тюленей напрямую зависит от количества дрейфующих антарктических льдов. Ведь они на них живут, и на льдинах рождается их потомство. Поэтому, пожалуй, главной опасностью для этих животных станет глобальное потепление. Остается только надеяться, что изменение климата не повлечет за собой угрозу их жизни, даже учитывая то, что мы сегодня от них видели.